Зубная боль считается по праву одной из самых сильных. За первенство с ней лишь могут поспорить кластерная головная боль, боли при онкологических заболеваниях и почечная колика. Есть ли способы облегчить мучения, которые она вызывает? Давайте разбираться. Здравствуйте, мои хорошие. Причин, вызывающих зубную боль, достаточно много, поэтому самостоятельно выявить источник боли очень сложно. Ее причинами могут стать заболевания зубов и десен, их осложнения, травмы твердых и мягких тканей, окружающих зубы. Наиболее часто зубную боль могут вызвать следующие заболевания. Кариес. В этом случае человек может изредка ощущать боль, но только при непосредственном действии раздражителя, например, от холодной или горячей воды, от кислого или сладкого. Пульпит. Воспаление пульпы, мякоть зуба, где находятся нервы. В этом случае боль в зубе возникает самостоятельно, а не только во время действия раздражителя, например, во время еды, но в любое другое время, в том числе и ночью. Иногда боль носит постоянный ноющий характер, иногда приступообразный. Периодонтит – воспаление тканей, окружающих корень зуба. В этом случае боль постоянная и резкая, локализована в области одного зуба, нередко пульсирующая, усиливающаяся от прикосновения к зубу. При этом десна может опухнуть, а зуб расшататься. Бесспорно, при появлении зубной боли необходимо срочно обращаться к стоматологу. Но бывают моменты, когда это невозможно. Например, когда боль возникает ночью. Из личного опыта отмечу, что организм у каждого индивидуален, и сложно сказать, какой из способов подойдет идеально именно вам. Поэтому в этом выпуске я постараюсь рассказать о самых эффективных способах устранения боли в домашних условиях, действующих универсально практически на любого человека. Естественно, самым эффективным средством является принятие обезболивающего препарата, а выбор их довольно широк. Это препараты на основе нимесулида, сиган, кокстрал, нимесил, найс, ибупрофена, ибупрофен, ибалгин, ибуфен, нурофен, некст, метамизола натрия, анальгин, баралгин, кеторолака, кеторолак, кетанов, кетолак, кеторол, таролак. Вполне может помочь даже аспирин, хотя это не лучший выбор. И ни в коем случае не надо прикладывать таблетку к десне, как это иногда советуют, иначе можно сжечь слизистую. Аспирин принимают только внутрь. К сожалению, ни одного из этих препаратов может не оказаться под рукой. Или более серьезный случай, принимать обезболивающие таблетки нельзя. Вообще, у обезболивающих препаратов довольно широкий список противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому перед применением нужно тщательно изучить инструкцию. Да и пользоваться обезболивающими таблетками при зубной боли желательно только для того, чтобы дожить до визита к стоматологу. Давайте перейдем к немедикаментозным процедурам, которые помогут облегчить мучения. При острой зубной боли нужно хорошенько удалить остатки пищи, которые могут провоцировать возникновение боли. Для этого наберите полный рот воды, имеющей температуру тела, и как следует прополощите. Если интенсивность зубной боли позволяет, то и тщательно почистите зубы щеткой. Ведь боль может быть вызвана попаданием в кариозную полость остатков пищи, и их удаление принесет облегчение. Твердые остатки пищи из кариозной полости можно аккуратно достать зубочисткой или заостренной деревянной палочкой. Хорошо помогают полоскания теплым, ни в коем случае не горячим, а раствором соды. 1 чайная ложка соды на стакан воды. В начале полоскание должно быть интенсивным. Затем следует просто устраивать ванночки для больного зуба, удерживая раствор во рту в течение 1-2 минут. А еще лучше, если каждые 30 минут вы будете чередовать полоскание содой с полосканием теплым отваром трав, любой из ниже перечисленных, если она есть в вашей домашней аптечке. Ромашки, зверобоя, мяты, эвкалипта или шалфея. А для приготовления отваров 1 столовую ложку сухого травяного сырья заливают 1 стаканом кипятка и остужают до температуры чуть выше комнатной. Или же в случае пакетированного варианта заливают 1 пакетик. Хорошо помогает снизить зубную боль прополис. Можно приложить к зубу возле его корня или в кариозную полость зуба кусочек прополиса величиной с горошину. Постепенно боль утихнет, и вы сможете спокойно заснуть.
Но применяя данный метод борьбы с зубной болью, необходимо быть очень осторожным, поскольку избыток прополиса может повредить слизистую оболочку. А также можно использовать аппликации 5% прополисной мази. Для этого нанесите небольшое количество мази на ватку и приложите к болезненному очагу на полчаса. А вначале вы можете ощутить небольшое жжение, после чего боль практически полностью исчезнет. Использование при зубной боли тепла не только бесполезно, но в некоторых случаях может усугубить ситуацию. Держите тепло подальше от больной щеки, даже если от этого зубная боль уменьшается. Если это инфекция, тепло вытянет ее на наружную поверхность челюсти и еще больше ухудшит состояние. Помимо этого, при повышении температуры увеличивающийся кровоток создаст дополнительное раздражение зубного нерва, что может усилить боль. А вот холод вполне действенное средство. Заморозьте 200-250 граммов воды, положите кусочек льда в целлофановый пакет или резиновый шарик и обязательно оберните его еще в 2-3 слоя ткани, чтобы не вызвать обморожение. А затем приложите на несколько минут к щеке со стороны больного зуба. Но не переусердствуйте, иначе вдобавок к зубной боли можно застудить один из лицевых нервов. А взрослым при отсутствии противопоказаний можно попробовать подержать во рту со стороны больного зуба небольшое количество крепкого алкоголя – водки, коньяка, рома и так далее. Этиловый спирт достаточно быстро всасывается через слизистую оболочку и может обеспечить анестезирующий эффект. Однако старайтесь не глотать алкоголь, не забывайте, что утром вам предстоит поход к доктору. Может помочь наложение на больной зуб ватного тампона, пропитанного гвоздичным, пихтовым или камфорным маслом, настойкой валерьяны. Время процедуры не более 15-20 минут. Если вспомнить опыт наших бабушек и дедушек, то они в свое время пользовались следующим методом. Клали на десну у больного зуба кусочек свиного сала. Желательно свежего, но если под руками есть только соленое, постарайтесь как можно тщательнее очистить его от соли. Минут через 20 боль уменьшится. Помимо средств, описанных выше, можно попробовать применить и методы нетрадиционной медицины. Хотя лично я и отношусь к ним с большой долей скепсиса, но как минимум в качестве терапии и отвлечения они могут немного отвлечь от боли и тем самым уменьшить ее интенсивность. Потрите кубиком льда V-образную область, где встречаются кости большого и указательного пальцев руки. Осторожно, толчками надавливайте льдом на эту область в течение 5-7 минут. Помимо этого можно попробовать промассировать ушную раковину. Для этого большим и указательным пальцами руки берем край уха, со стороны которой находится больной зуб, и массируем в течение 7 минут. Также можно массировать и мочку уха. Уверен, как минимум один из методов должен принести вам облегчение и поможет выспаться перед посещением стоматолога. Не забывайте, что уменьшение или устранение боли не означает устранение болезни, и вполне вероятно, что болевые ощущения вернутся вновь. А что еще хуже, промедление с посещением врача может грозить опасными осложнениями не только для здоровья, но и для жизни. Также под маской зубной боли могут скрываться совершенно другие заболевания, например, воспаление гайморовых пазух или тройничного нерва. Поэтому обратиться к специалисту следует в любом случае. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!